Доброе утро, 5 августа сегодня. Я вышел на прогулку с утра, захотелось размять ножки. Нужно собрать в голове план на день, что делать. У меня завтра термин с оператором в джоб-центре. По сути, если так пафосно заявить, будет решаться моя дальнейшая судьба в Германии. Поэтому я должен подготовиться. Теоретически я должен написать письмо по поводу разделения с женой разъезда и подготовиться по запросу на курсы на специальность сети-логистик. Это 5,5-месячные курсы. Учат, по факту быть курьером, развозить все на бусике. И что там для меня самое интересное, это возможность получить права категории Б. Не скажу, что прям так это меня зажигает. В принципе, я как-то до 40 лет без машины дожил спокойно и могу и дальше жить. Но хоть какую-то пользу из вот этого, пребывания в Германии я хочу извлечь. Думаю, что, наверное, права было бы неплохо. Хотя вообще там внутреннего какого-то желания у меня нету. И есть большие сомнения по поводу того, что смогу ли я пройти собеседование на немецком языке психолога там и все такое. Будем смотреть. Значит, по поводу письма на разъезд, там тоже интересная ситуация, что это письмо написать, или заявление, вернее так, нужно, сказал мне ChatGPT, когда консультировал меня, предложил шаблон и все такое. Но сама оператор, когда жена с ней по телефону говорила уже на эту тему, что мы хотим разъезжаться, она сказала: сначала найдите квартиру, а потом приходите. Но этот порядок действий вообще не соответствует тому, какой должен быть. То есть, чтобы я искал квартиру и как-то мог хотя бы людям писать что-то, я должен понимать, на какую сумму. А сумму может определить только джоб-центры. То есть странная ситуация. То ли оператор не поняла толком, что мы хотим, то ли она как-то готова нас разъединить без особых проволочек. И главное, чтобы было какое-то жилье, хотя бы там формальная договоренность, не то, что там договор ей должен принести. Вот этот момент завтра выяснится, что она имела в виду. Но такое заявление на разделение, я думаю, лучше мне сегодня подготовить и, возможно, завтра уже его подать. Будет не лишним, меньше потом бегать не будет. Поэтому у меня такой план. Сейчас я немножко погуляю, соберусь с мыслями, прикину, что как там писать, как с ней общаться по поводу этих курсов. И займусь этим днем. До обеда, думаю, все это поделать. А завтра уже буду предъявлять ей, скажем так. Такие планы на день. Хочу еще добавить, пока не забыл, по поводу самочувствия своего, диеты вот этой моей, веса и так далее. В общем, я же постепенно снижаю углеводы до 100 грамм в день, пропорционально повышая белки, жиры. Сокращаю всякие крупы, овощи, вообще в ноль почти порезал, и всякие другие орешки, финики и прочую фигню гистаминную, которую типа мне нельзя, как сказал гастроэнтеролог, который больше не работает и с которым я больше не вижусь, и я ему поверил почему-то, даже не видя эти анализы. Ладно, в общем, я себе внушил, что я должен это все сокращать, так как у меня псориаз и вот эти все холестерины и прочая фигня, и с ЖКТ непорядок. Я решил, что мне пойдет на пользу, значит, пойти на низкоуглеводную диету, как минимум для начала, а потом, может, и в какой-нибудь нестрогий карнивор. Если мне понравится, и там анализами как-то это подтвержу. И что? Я снижаю эти углеводы. Вчера уже у меня было меньше сотни даже. До этого шло там 120, такое там 150, когда как. Бывает, я срываюсь на арбуз по вечерам, потому что семья ест, и я вынужден реагировать на это. Там что-нибудь вкусное не достают, там такое, то я уже испытываю неудержимое желание. И иногда этот арбузик подъедаю. Не суть. Вчера у меня было 78 углей, по-моему, на вечер. Причем с утра я вообще их не ел, там, кроме 7 грамм шоколада.
в которых там 5 грамм сахара. Да какие 5, даже, по-моему, 2,5, там темный шоколад. Вот. И, соответственно, с утра энергии как бы было маловато. Я что-то ездил типа на термин к врачу, который не состоялся, то такой был не очень энергичный. И потом в течение дня тоже как бы такой вялый весь был. С утра же я мясо поел. В обед тоже натрамбовался мясо, ну там что-то грамм 30, если сухой вес брать, каши какой-то гречневой. В общем, ну по сытости все было окей, но вот энергии не было вообще нифига. И непонятно как бы почему. То ли это что-то похожее на кетогрипп уже у меня наступило, то ли просто дисбаланс, как бы, ну организм еще не может перестроиться с малого количества углей, там выжимать все, что есть, и потом как бы оперативно с жиров тащить. Ну, я думаю, что вот это самый, как бы, такой правильный ответ. Но, тем не менее. В общем, до вечера я вот это проволандался без энергии. Вечером, когда дневник питания заполнил, посмотрел там по калориям, чуть меньше 1800, вот это по углям, типа меньше сотки. Я такой думаю, ну понятно. В общем, недобор углеводов и, соответственно, падение энергии. Но с другой стороны, фиг знает, как у меня прошел этот боррелиоз. То есть я же допил таблетки и стараюсь прислушиваться к самочувствию, и оно непонятное. В общем, не могу сказать, что прям хорошо себя чувствую, как до него. Я уже не помню, как до него было, если честно. В общем, странная ситуация. Вот. Зарядку сегодня делал, допустим, нормально, ну, на объемах тех, что до болезни и до того, как вот это ездил на отдых, короче, вернулся типа в эту колею, ну хотя вчера я ее не делал, ну вот, и может тоже с этим упадок энергии связан, не знаю. Короче, непонятно ничего, если так коротко резюмировать, ну на что грешить неизвестно. При этом всем вес у меня падает, ну просто, как только я начал снижать углеводы, у меня при той же калорийности, да, там слегка за 2000, при тех же нагрузках моих ходовых, вес уже у меня начал уходить, и как бы сегодня у меня 72-150. Это при том, что вчера было еще 72-550. Ну, оно от дня к дню, конечно, туда-сюда может колебаться пару соток, но до этого тоже у меня было 72-500. То есть тут тенденция идет явно на снижение. При том, что голода какого-то на вечер я не испытываю. То есть я наедаюсь так, как, ну, вот мне хочется сколько поесть, столько и хочется. Единственное, что вот это там какой-нибудь арбуз, просто потому что организм вспоминает, какое оно сладкое, сочное, холодненькое и вкусное, типа того. Поэтому интересно. Ну, я вчера, кстати, потом, когда увидел, что углей так мало, и по колоражу, типа, так немного, думаю, ну, блин, арбузик я могу себе позволить. Еще там втоптал грамм 150 этого арбуза. Короче, такая вот история. И почему худая, непонятно. Я ж, опять-таки, боюсь за этот боррелиоз, блин, может, я там его не долечил, и сейчас просто медленно помираю. Шутка-минутка, конечно. Хз. Ну, в общем, как-то так. Надо зафиксировать этот момент. Пускай будет. И самое главное я забыл. У меня появился псориаз. Ну, вернее, как, не то, что появился, он был. Новая бляшка, я имею в виду. Сейчас у меня дежурная на левом локте. Есть там около сантиметра, наверное, бляшка, которая не проходит уже много лет. И как бы, когда у меня наступила ремиссия после похудания и лечения какой-то непонятной мазью от знахарей там черновецких, короче, я что-то мазал эту голову, голова прошла от этой мази. Ну, при этом я, наверное, и перестал баловаться там алкоголем сильно. Не помню, что в каких условиях там это лечение проходило, но по факту мазь это псориаз на голове загнала под кожу, и ничего не было видно, типа как ремиссия. Оставалась бляшка на ноге, она тоже прошла. И вот эта одна на локте осталась, я ее как бы сильно не залечивал. Думаю, ладно, есть уже, и как бы пофиг, забываю про нее. Вот, а это появилась маленькая бляшка вот здесь вот вот здесь на плече. Буквально назад появился красный прыщик какой-то, такой побаливал он, по-моему, маленький, потом он что-то побольше, смотрю, он красный, не высыхает, не проходит. Ну, такой он какой-то как бы, ну и не мокрый, короче, прыщ, как будто укус, может, что-то непонятное. А потом я смотрю, он такой уже стал плоский, и уже на нем формируется бляшка вот эта, ну, как бы, кто знает, что такое псориаз, знает, там такие чешуйки вот эти белесые. Я такой, опачки, короче, эту бляшку по привычке многолетний херакс содрал. Оно такое там аж сукровица выступила, ну это прям, это первая бляшка. Ну, думаю, блин, похоже на псориаз.
А потом сегодня уже, по-моему, смотрю, а там уже новая эта бляшка образовалась и уже начинает отваливаться. Тоже я уже ее снял спокойно, то есть там сухое все, ну как у меня этот псориаз обычно, он там не мокрый никакой, такой типа сухой, розовый. Вот, и уже она стала там миллиметра 4, там может до 5, короче, так увеличилась нормально. Вот такие дела. И как бы на что грешить, непонятно. Изменение диеты несущественное я внес, как я считаю, то есть вряд ли. Удар большой антибиотиками по организму из-за боррелиоза, что я лечился, тоже могло сыграть роль. Плюс диета вот это тоже могло сыграть роль. При этом же как бы физические нагрузки хорошие, которые, ну, часто в ремиссию тоже псориаз как бы вводят. Ну, при прочих, конечно, моментах. Ну, в общем, на что грешить непонятно. Мазь-то у меня знахарская осталась. Я думаю, пока эта бляшка не застарела, попробовать его помазать пару-тройку дней, посмотреть, что будет, может спрячется. Если я правильно помню, когда-то у меня что-то было такое несколько лет назад, тоже там выскакивало на каком-то месте по непонятным причинам. Я ее сразу же этой мази убрал. Ну, если я не ошибаюсь, что-то помнится такое. Поэтому вот так вот, да. Вроде как бы и алкоголь не пью уже сколько лет, и никаких вредных привычек, ничего. А вот эти вот, видимо, интервенции антибиотиков спровоцировали на общем фоне слабости организма от боррелий и всякой фигни, плюс перемена питания, может быть, не вовремя начал, и вылазит теперь псориаз. Ну, посмотрим, как он, что там будет. Такие дела. Так, ну что, я вышел на послеобеденную прогулку. Сейчас схожу в Алди, куплю молочки себе и пойду пройдусь в лес или в поле, не знаю. По поводу того, что хотел сделать, в принципе, сделал, можно сказать. Единственное, что в процессе пришло понимание, что все-таки заяву эту не нужно нести с собой. Я хорошо проговорил все эти моменты с GPT-шкой, какая там последовательность действий должна быть и так далее, как это будет приблизительно все выглядеть. Но параллельно созвонился с одногруппником, который был в похожей ситуации. Он тоже разъезжался с женой, правда, с гражданской, неофициально, не в браке, но тоже там ребенок с ним уезжал. Короче, такая ситуация похожа. И там обошлось вообще все, как он сказал, без заявления. То есть эта девушка просто уведомила оператора о том, что они разъезжаются. Он, соответственно, это подтвердил. И как-то там все этот процесс пошел. Потом он получил уже данные, вернее, документы для ввода данных своего счета банковского, ну и, соответственно, разделили им счет, и начал он получать денежки отдельно. И она просто еще уходила на вольные хлеба сразу, то есть у нее закончилась выплата от джоб-центра, получается, она стала уже полноценно работающей и снялась оттуда. То есть такой нюанс был. Ну, то, что вот мне нужно было, что обошлись без заявления, я как бы узнал. Соответственно, решил и сам на завтра ничего не тащить. В крайнем случае я утром с ней встречаюсь, с оператором. Соответственно, если она скажет, что-то нужно сделать, написать, то к вечеру я уже и через кабинет джоб-центровский все отправлю. Ну, вот такие дела.